В наших виртуальных путешествиях по космосу мы редко обращаем внимание на свой быт. А это, согласитесь, чрезвычайно важный момент. И на первом месте здесь стоит питание. Оно должно быть полноценным, иначе далеко не улетишь. Но космический корабль не удастся под завязку забить продуктами, как свое авто при поездке в отпуск. Место ограничено, так что, похоже, можно взять лишь сухие концентраты и тюбики с питательными пастами. Стоит ли тут мечтать о дымящемся блюде с ароматной зеленью или отдыхе в фитобаре с бокалом смузи? Почему бы и нет? Все возможно, если разбить компактные грядки прямо на борту космолета, а при колонизации организовать фермы на других планетах. Конечно, для этого понадобятся совсем другие подходы, потому ученые занимаются их разработкой. Давайте попробуем себя в роли космических фермеров и посмотрим, какие культуры и агротехнику нам предложат исследователи. История с космическим сельским хозяйством началась давно, но прежде это скорее было похоже на несбыточные мечты. Люди тысячелетиями всматривались в бескрайнее звездное полотно. Самые смелые думали о возможности жизни где-то у далеких звезд, представляя города и тучные поля под чужим, не похожим на наше солнцем. И вот спустя много поколений эти мечты начали воплощаться. В определенный момент мы накопили достаточно знаний, чтобы полеты в космос из туманных грез превратились в реальность. Корабли построены, но с провиантом на борту пока не все понятно. Консервы, концентраты, суррогаты. Да, меню астрономов походу не будет отличаться свежестью. Понятно, что при долгих перелетах на такой пище не протянешь и нужно что-то менять. Над проблемой уже работают современные исследователи, потомки мечтателей прошлого. Собственно, истоки внеземного сельского хозяйства старше первых ракет. Его рождением можно назвать 1920-е годы, а первым разработчиком Константина Циолковского. Во время конструирования космических кораблей он уже думал о герметичных теплицах в пространстве. Конкретные попытки для этого первым предпринял один из пионеров советского ракетостроения Фридрих Цандер. В 1915-19 годах он выращивал овощи на древесном угле, который выполнял роль такого себе облегченного заменителя почвы. А для питания растений использовались отходы жизнедеятельности человека. К 1950 годам ВВС США и НАСА начали испытывать системы жизнеобеспечения для астронавтов на основе водорослей. Советский Союз, в свою очередь, в 1970-80-х годах доставлял на свои самые ранние космические станции различные культуры, в частности лук и лен. Ученые хотели выяснить, смогут ли растения существовать в условиях микрогравитации. Также в то время проходили эксперименты по строительству различных версий теплиц Циолковского. Следующий шаг к разработке космических плантаций сделан в начале 1980-х годов. Тогда космонавтам станции «Салют-7» передали семена резуховидки таля из семейства капустное. Это неприхотливое растение может пройти полный цикл развития всего за 6 недель. Сейчас многие страны, такие как США, Китай, Австралия, Великобритания, Россия, разрабатывают программы по развитию космического сельского хозяйства. И некоторые моменты уже воплотили в жизнь. Мы обязательно побываем на этих удивительных фермах. Но сначала давайте лучше разберемся, что это даст астронавтам. Мы уже говорили о том, что при дальних полетах в космос невозможно месяцами, а то и годами питаться консервированной пищей. Это прежде всего просто невкусно. Недаром космонавты на Международной космической при таком меню теряют аппетит и вес. Один из членов экипажа, Дон Петит, вспоминает, что особенно желание поесть поднимает запах свежей зелени. Порой больше всего на свете астронавты мечтают похрустеть свежим огурчиком, редиской или полакомиться каким-то другим свежим плодом. А вот одна из многочисленных историй, которая это подтверждает. В сентябре 2016 года в казахской степи приземлился корабль «Союз» ТМА-20М. Он доставил на Землю космонавтов Алексея Овчинина и Олега Скрипочку, которые полгода провели на орбите. Как только Овчинин выбрался из капсулы, коллеги вручили ему свежий арбуз.
Именно об этом космонавт заранее попросил их, поскольку желание отведать свежий сочный плод преследовало его день и ночь. Овчинин не единственный обитатель МКС, скучавший по фруктам. Многие работники станции говорят, что сильнее всего в долгих миссиях не хватает именно привычной, неконсервированной еды. Уход за грядками также хорошо влияет на психологическое состояние людей. Время, проведенное на космическом огороде, улучшает самочувствие, повышает моральный дух экипажа. Некоторые космонавты утверждают, что это оставляет одно из самых ярких впечатлений от полета. Наряду с психическим здоровьем свежая зелень укрепляет весь организм. Нам в детстве говорили, что лук помогает от 7 недуг, а если есть яблоко на ужин, доктор не нужен. Эти правила работают в космосе. Всемирная организация здравоохранения советует взрослым съедать около 400 граммов свежих плодов в день. Конечно, овощи есть в составе консервированной пищи космонавтов, но это совсем не то. В настоящее время большая часть продуктов подвергается термической обработке или сублимационной сушке. Оба этих метода, как считается, сохраняют полезные свойства пищи. Однако всего за 1 год хранения в них разрушаются витамины А, С и К, фолиевая кислота и тиамин, а, к примеру, миссия на Марс может потребовать хранения пищи в течение 5 лет. Таким образом, понадобится новый источник этих витаминов. Константин Циолковский видел выход только в космических фермах. Люди, по его замыслу, поставляли бы растениям углекислый газ, а получали взамен пищу и кислород. Идеальное сотрудничество. И, наконец, посмотрим на экономику. Поставки продовольствия на космические станции и другие длительные миссии обходятся чрезвычайно дорого. Одному астронавту на Международной космической станции требуется примерно 1,8 килограмма продовольствия в день. Для 3-летнего полета на Марс с экипажем из 4 человек это количество может вырасти до 11 тысяч килограммов. Так что без самостоятельного производства пищи астронавтам вряд ли обойтись. Но это, по словам ученых, очень сложная задача. Что именно мешает создать ферму или хотя бы возделывать пресловутые 6 соток за пределами Земли? Исследователи называют несколько основных причин. Самая очевидная из них – микрогравитация. На околоземной орбите и на будущих планетах-колониях сила тяжести, вероятнее всего, окажется ниже земной. Слабая гравитация влияет на многие особенности развития организмов, и растения не исключение. На закрытых станциях и в космолетах есть и другая проблема – нарушение конвекции или теплообмена. Она возникает, если замкнутое пространство плохо вентилируется, при этом вокруг растения накапливаются летучие органические вещества, способные затормозить их рост. Не будем забывать и о безумной радиации, которая свирепствует в космосе. Ее мощные потоки, конечно, уничтожат любые плодовые культуры. Если космические лучи несколько слабее, то от этого не легче. Наблюдения показывают, что постоянное излучение может вызвать повреждение ДНК и мутации растений. Учитывая все это, невозможно предсказать, как со временем изменятся привезенные с Земли представители флоры. Пока эксперименты с радиацией показывают, что у овощей от этого развивается настоящая анорексия. У них катастрофически худеют корни, стебли и листья. Ну и, конечно, большая проблема в том, что растениям нужны вода и подходящий грунт. Наша земная почва, отдающая им жизнь, является сложной системой, где одинаково важны и минералы, и органика. В космосе, понятно, все будет по-иному. Идеальное питание для культур нам не найти. Понадобятся специальные агротехнологии, чтобы все было компактно, экономно и эффективно. Прежде всего, ученые обратили внимание на гидропонику. Многие цивилизации использовали эту технологию в сельском хозяйстве. Первыми примерами здесь считаются висячие сады Вавилона и плавучие сады ацтеков в Мексике. Гидропонная система доставляет растениям специально подготовленные питательные вещества через тщательно разработанную систему полива. При этом способе земля для размещения растений становится не нужна. Подобные системы уже широко используются на земных фермах, но, как оказалось, довольно трудно адаптировать их для использования в космосе.
Лучи солнца необходимо заменить искусственным освещением, а минералы, кислород и вода должны поступать прямо в корневую систему. Правда, отсутствие почвы ликвидирует проблемы с вредными насекомыми, устраняя необходимость в пестицидах. Еще более перспективной в космическом сельском хозяйстве считается аэропоника, и она уже неплохо проявила себя в невесомости. Главный принцип метода в том, что корневая система растения не погружается в почву или ее субстрат, как это делается при органическом выращивании. Культурам не нужен и питательный раствор, подобно технологиям гидропоники. Корневая масса при аэропонике оказывается словно подвешенной в воздухе. Если такое растение постоянно кормить и поить напрямую через корни, урожай будет богатым. Для подобных космических грядок специалисты сконструировали специальные стеллажи с отверстиями для фиксации каждого куста. Под стеллажом размещена камера для орошения корней растений. Система абсолютно герметична. Здесь же установлены форсунки, которые обеспечивают распыление питательной влаги. Процесс полностью автоматизирован, что особенно важно из-за необходимости непрерывного орошения корневой системы. А избыток влаги, распыляемой форсунками, оседает на дне камеры и затем испаряется, обволакивая корни растений словно туман. Благодаря этому процесс вегетации ускоряется. Как следствие, урожай можно получить быстрее. Знаете, сколько раз можно лакомиться свежими плодами, полученными с помощью аэропоники? Опытные растениеводы утверждают, что можно получить до 6 урожаев в год. Согласитесь, что это просто подарок космическим фермерам. Ну и не менее важно, что все эти методы позволяют экономить место в закрытом помещении. Вертикальные фермы, где можно применять гидропонику и аэропонику, наиболее подходят для ограниченных площадей космического корабля или станции. По большому счету, вертикальное земледелие схоже с тепличным, только для него требуется намного меньше места. Грядки располагаются не на одном уровне, а высокими рядами. Если сравнивать с традиционным методом выращивания, вертикальные фермы могут быть производительнее в 3-4 раза, и они уже начинают приживаться в космическом пространстве. Чтобы осмотреть такое хозяйство и поднабраться опыта, давайте в роли космических фермеров отправимся на Международную космическую станцию. МКС вращается всего в 430 километрах от Земли. Но даже на таком расстоянии трудно регулярно снабжать экипажи свежей зеленью. В любой момент могут помешать экстремальные солнечные бури, поломки грузовых челноков и иные причины. На МКС давно развернуты космические фермы и проводятся эксперименты с различными растениями. Многие астронавты уже попробовали себя в роли фермеров, и в их хозяйстве даже происходили курьезные случаи. Так, в 2022 году Фрэнк Рубио во время эксперимента случайно потерял 2 помидора в герметичном пластиковом пакете. Эти овощи были найдены через 8 месяцев следующей командой. НАСА обнародовала снимки забавной находки. Конечно, вид у плодов совсем не презентабельный. Помидоры обезвоженные, сморщенные, бесцветные. Вместе с тем видимых признаков поражения микробами или грибками на них не обнаружено. Словом, эти мумии неплохо продемонстрировали возможности хранения урожая в условиях невесомости. Но ученым важнее узнать, какие растения будут лучше развиваться в космосе и давать хороший урожай. Это вопрос, которым занимаются специалисты проекта Plant Habitat 03. Они планируют провести такую себе многоходовку, посеять земные семена на Международной космической станции, собрать урожай и вернуть его на Землю. После этого семена из плодов, собранных на МКС, вновь планируется отправить в космос, вместе с тем посевным материалом, который на станции не был. Так ученые смогут увидеть, изменилась ли ДНК растений в условиях микрогравитации и унаследуют ли будущие поколения эти мутации. Эволюция любой формы жизни на Земле может занять тысячи лет, но исследователи надеются, что в космосе все произойдет значительно быстрее. Растения быстро адаптируются и сохранят изменения уже в следующем поколении. Исследователи уже обнаружили, что культуры в условиях микрогравитации могут давать больший урожай, чем на Земле.
до 1000 пучков салата, трав и овощей менее чем за 25 дней на ограниченной площади – вот рекорд на МКС. Борт-инженер НАСА Джессика Уоткинс, например, вырастила, а затем собрала редис и листовую капусту на борту станции без какой-либо почвы. Уоткинс использовала в своих экспериментах технологии гидропоники и аэропоники на стеллажах с грядками-камерами. В обоих случаях результаты получились отличными. В то же время традиционное фермерство, где нужна почва, тоже преподнесло членам экипажа приятный сюрприз. Например, выяснилось, что овощи легче пересаживать в космосе, чем на Земле. В ходе эксперимента семена посеяли в специальные подушки, контейнеры, содержащие питательную среду на основе глины и органического удобрения. Некоторые культуры, особенно зеленая горчица, великолепно взошли и выросли в этой смеси, а вот отдельные виды салата не хотели развиваться. Тогда астронавт Майкл Хопкинс попытался спасти неудачливый овощ, отправив его в другую смесь. Салат плохо переносит пересадку на Земле, зато в космосе опыт Хопкинса дал прекрасный результат. Ученые сделали вывод, что растения легче справляются со сменой места в условиях микрогравитации. Но это еще предстоит проверить. Ну а салат отлично вырос, и, как утверждают астронавты, на вкус был даже более нежным и приятным, чем на Земле. А хотите попробовать настоящий деликатес? Недавно членам экипажа МКС это удалось. Они собрали рекордный урожай перца чили в рамках исследования Plant Habitat 04, которое длилось 137 дней. Перед началом опытов на МКС доставили 48 продезинфицированных семян перца. Астронавт НАСА Шейн Кимбро заложил их в специальную установку и долил воду. Впоследствии из проросших семян оставили лишь 4, чтобы растения получили достаточно места для развития на общей площади размером с большую микроволновую печь. Через несколько недель после всхода перец зацвел. Первый урожай из 7 плодов астронавты съели просто так, в свежем виде, а во второй раз, когда собрали уже 12 плодов, их частично превратили в нечто особенное для условий космоса. Астронавт НАСА Меган МакАртур приготовила из части перцев мексиканское блюдо тако, добавив в лепешку, кроме чили, доставленные с Земли помидоры и артишоки. Члены экипажа говорят, что тако-вечеринка удалась на славу, а оставшиеся перцы они отправили на Землю для проведения исследований. После успеха с чили в НАСА собираются выращивать на Международной космической станции карликовые помидоры. И, конечно, продолжат тестировать новые виды листовой зелени. Подводя итоги проведенных исследований, ученые говорят, что микрогравитация не влияет на питательные качества овощей, но некоторые виды все же заметно теряют во вкусе. Также исследования показали, что растения в условиях микрогравитации лишаются устойчивости к инфекциям. Это, например, относится к кишечной палочке и сальмонелле, а салат, выращенный на МКС, имел повышенный уровень бактерий по сравнению с земными аналогами. И виновными в этом ученые неожиданно объявили, кого бы вы думали, самих космических фермеров. Вот как исследователи объясняют свой вывод. Несмотря на различные меры противодействия, МКС остается изолированной воздушной системой. В таких условиях сами астронавты становятся источником бактерий, которые могут заразить уязвимые растения. Чтобы сделать овощи устойчивыми к инфекциям, ученые предлагают изменить генетику растений. Исследователи уже начали тестировать сорта салата с разным генофондом, чтобы увидеть, как они реагируют на микрогравитацию и рост в замкнутом пространстве. Нам же самое время вспомнить о деревьях. Ученые говорят, что они могут расти на орбите, так что садоводство в космосе не исключено. Однако его масштабы на МКС совсем иные, чем те, к которым мы привыкли. Помните бабушкину пальму, которая росла в огромной катке и вершиной упиралась в потолок? Вряд ли нам удастся увидеть нечто подобное на космической станции. Там деревьям могут предложить только относительно небольшие горшки, и расти в них будут исключительно суперкарликовые сорта. Однако некоторые породы успели и в таких условиях себя хорошо проявить.
Эксперименты на МКС показали, что молодые саженцы ели при микрогравитации растут даже быстрее, чем на Земле. А вот на вид они получаются какими-то химерами. Все свои иголки еле опускают вниз. Какие еще сюрпризы преподнесет орбитальный еловый бор? Ученые надеются узнать об этом в дальнейшем, ведь эксперимент продолжается. Зато с цветами, кажется, все в полном порядке. В космосе они столь же великолепны, как и на Земле. Недавно на борту Международной космической станции впервые распустилась прекрасная циния. Ее яркие оранжевые цветки долго создавали на МКС праздничное настроение. Об этом написал в соцсетях космонавт Скотт Келли. Теперь экипаж станции готовится вырастить салат ромен по той же технологии, что и цинии. А мы тем временем отправимся перенимать опыт на лунные фермы. Там уже есть что посмотреть. Китай создал первые в истории грядки на нашем спутнике. Как такое удалось? Китайские космонавты не высаживались ведь на Луне. Но это оказалось и ненужным. Дело полностью взяли в руки роботизированные аппараты. Вот эта история. Когда китайский посадочный модуль Чэнье-4 приземлился на Луне, то в качестве полезной нагрузки на его борту находились семена растений. Их было 4 вида – хлопок, картофель, рапс и резуховидка таля. Цель эксперимента – вырастить на спутнике полноценные кусты из семян в специальном контейнере с водой. Ученым предстояло узнать, как гравитация Луны и высокая доза излучения влияют на растения. Для этого такие же семена посеяли на Земле в условиях, аналогичных лунным. На первом этапе результаты сравнения двух грядок оказались фантастическими. Лунная гравитация, которая в 6 раз ниже, чем на Земле, ускорила прорастание семян. Правда, взошел только хлопок, но ученые и это считают огромным достижением, ведь растениям пришлось столкнуться на нашем спутнике с огромными вызовами. Самую большую угрозу для акустика хлопка представляла долгая лунная ночь, которая началась через 9 земных дней после приземления аппарата Чанье-4. Температура внутри контейнера опустилась до минус 52 градусов Цельсия, а повысилась она только через 18 земных дней. Для чистоты эксперимента ученые на Земле тоже снизили температуру при выращивании семян. Когда наступил лунный день, то саженец все еще продолжал быть зеленым и стоял в вертикальном положении. Затем хлопок пережил второй лунный день, который длился более 2 земных недель, хотя его рост остановился. Ученые считают, что это произошло из-за нехватки кислорода в контейнере. Однако исследователи пришли к выводу, что низкая гравитация повысила устойчивость к холоду у хлопка на Луне, и он перенес вторую лунную ночь. А 3 другие растения не смогли взойти из-за некомфортной для них температуры первые 5 дней эксперимента. Тем временем Европейское космическое агентство совместно с сельскохозяйственными предприятиями разработало свой способ выращивания овощей на Луне. Предыдущие эксперименты с использованием лунных образцов показали, что растения могут развиваться в реголите нашего спутника. Однако он не содержит определенного количества азотных соединений и становится плотным при намокании. Это сильно затрудняет ускорение и дальнейшее развитие растений. Другое дело коктейль, который исследователи создали для космических ферм. Он содержит богатую питательными веществами воду и извлеченные из реголита минералы вместо почвы. То есть технология предполагает непосредственное питание корней растений водой, обогащенной полезными веществами из местного грунта, но без прямого участия реголита. Коктейль вместо миксера смешал специальный автоматический сортировщик. Он извлек из реголита питательные вещества, растворил их в воде и подал в гидропонную теплицу. Есть еще одна подобная разработка. Опытным путем ученые из США определили воздействие реголита на растения, добавив обычную землю в перемолотые образцы лунного грунта. Затем в эту почву посеяли различные сельскохозяйственные культуры – помидоры, табак, капусту, лук, спаржу, кукурузу. Все семена хорошо взошли, выросли и дали урожай. Некоторые из них развивались в почве с добавлением лунного реголита даже лучше, чем в земном песчаном грунте.
Еще одним кандидатом для посева на лунных фермах является так называемая трава воскрешения родом из Австралии. Свое имя она получила не зря. Она настоящий зомби среди сельскохозяйственных культур. После месяцев без воды и света, в невероятном холоде, потеряв более 95% воды, мертвая на вид трава остается живой и моментально воскресает, если дать ей немного тепла и света, а также слегка оросить. Так вот, семена разных сортов этого зеленого зомби ученые хотят разместить в специальной камере на борту космического корабля и отправить на Луну. Камера будет содержать датчики, воду и видеокамеру. Ученые надеются, что по пути семена прорастут, а всходы, если и погибнут, то снова активизируются при поливе уже на спутнике Земли. После приземления на лунную поверхность рост и общее состояние травы станут беспрерывно контролировать в течение 72 часов. Данные и изображения передадут на Землю для дальнейшего изучения. С лунным сельским хозяйством, как видим, дело сдвинулось с места, но человечество уже смотрит дальше. Самым перспективным для межпланетных полетов и колонизации, несомненно, считается Марс. Проблема в том, что туда еще нужно долететь. Дорога займет долгие месяцы. Как считает эксперт НАСА Джулия Робинсон, даже самые современные технологии консервации и заморозки не позволят так долго сохранять все полезные вещества в пище экипажа. К тому же тащить за собой огромное количество продуктов очень дорого. Для этого потребуется гигантский летательный аппарат, который придется заправить невероятным количеством топлива. Но если разбить на корабле огороды, то все станет на свои места. Как вы представляете такую форму? Скорее всего, в виде небольших отсеков, где основная часть территории отдана в распоряжение экипажа. Это, конечно, возможный вариант, но некоторые ученые предлагают сделать все наоборот. К далеким мирам следует отправить космические корабли-фермы. Вот как может выглядеть их интерьер. Основную часть площади занимают сельскохозяйственные угодья, которые расположены внутри огромного кольца. В центре находится ряд куполов для размещения персонала. Центробежная сила, создаваемая при вращении кольца, будет действовать как замена гравитации. Это позволит растениям нормально развиваться и дать урожай. Еще одна перспективная концепция фермы на космическом корабле предложена специалистами НАСА. Это грядка в виде надувной камеры последнего поколения под названием Flex Aeroponic System. Она легкая и гибкая. Ее без проблем можно упаковать и хранить во время транспортировки. На космолете можно будет развернуть грядку и засеять, а растения будут удерживать в нужном положении специально разработанные сетчатые держатели. Ферма на корабле пригодится для всего на свете. Кроме вкусной свежей пищи, ее можно использовать для переработки сточных вод и отходов человеческой жизнедеятельности, непрерывной очистки воздуха, производства кислорода. Всего 10 квадратных метров посевов дают 180-210 граммов кислорода, что обеспечивает 25% суточной потребности одного человека. Для этого ферма на корабле должна быть полностью автоматизирована и регулировать полив, влажность, освещение, циркуляцию воздуха и доставку питательных веществ. Подобные автоматы также предстоит интегрировать в систему жизнеобеспечения для обмена углекислым газом и кислородом. Для возделывания нужно подобрать растения, которые дают большой урожай съедобных частей и при этом требуют мало места. Среди кандидатов ученые называют кресс-салат, чечевицу, пшеницу, листовой салат, горчицу, помидоры черри, рис, перец и соевые бобы. Но они должны отличаться от тех, что сейчас выращивают на Земле. Задача ученых – вывести сорта, которые не требуют больших пространств, однако дают высокие урожаи. В этом направлении уже сделаны первые шаги. Сначала на борту космического корабля SpaceX Dragon была запущена ферма Veggie, а совсем скоро в космос отправится новая улучшенная версия Veggie. По размерам ферма будет сопоставима с мини-холодильником. Только вместо того, чтобы хранить газировку, аппарат станет тщательно записывать каждый шаг развития различных культур. По некоторым прогнозам, например, от Илона Маска, эти разработки понадобятся уже в течение ближайших десятилетий. В такие сроки планируется отправить первых поселенцев на Марс. Там колонистам без сельского хозяйства наверняка не обойтись.
Регулярно завозить продукты с Земли практически невозможно из-за огромного расстояния, дороговизны перевозок и опасностей в пути. Как будет выглядеть ферма на Марсе? Исследователи из университета штата Юта рисуют примерную картину. Представьте огромные теплицы под поверхностью планеты. Гигантские параболические зеркала собирают слабые солнечные лучи наверху и направляют их по оптоволоконным кабелям. Теплицам должна быть не страшна бомбардировка метеоритами размером с баскетбольный мяч. На Марс падает много небесных камней. Нередко они глубоко пробивают поверхность планеты. Несмотря на расположение под землей, защитить фермы от их ударов будет непросто. К тому же для теплиц подойдет далеко не любая культура, способная к фотосинтезу. Ученые ставят задачей найти сорта, способные расти и давать урожай при неполноценном освещении и на небольшом участке. При этом растения должны сохранять свои питательные вещества и приятный вкус. На самом начале экспериментов специалисты НАСА исключили из числа возможных вариантов некоторые из простейших, например, водоросли. Эксперты посчитали, что они не обладают достаточной устойчивостью к окружающей среде. Пришлось отказаться и от очень высоких зерновых культур типа кукурузы и тростникового сахара. Они просто не поместятся в теплице. В настоящее время ученые решили присмотреться к традиционным полевым культурам – салату, латуку, помидорам, брокколи, карликовой пшенице, соевым бобам, картофелю. Некоторые из этих овощей, как мы говорили, уже выращивают на Международной космической станции. Непосредственно на Марсе пока подобные эксперименты не проводились. Но на Земле внезапно заговорили о продуктах из марсианских помидоров. Недавно с таким посылом презентован кетчуп Хайнц. Конечно, марсианским его можно назвать лишь условно. Соус приготовлен из помидоров, выращенных на Земле. Просто ученые создали им суровые условия, аналогичные марсианским. Эксперименты 2 года проводила группа астробиологов из Космического института Олдрина во Флориде. Исследования показали, что в марсианской почве можно сажать томаты, которые будут съедобными, как и на Земле. Кусты выращивали в марсианском имитаторе, земной почве, химически подобранной под реголит Красной планеты. Были даже воссозданы такие же температурные и водные условия, как на Марсе. Правда, на Красной планете, хотя и в 2 раза более высокая гравитация, чем на Луне, но намного меньше земной. И все же, как мы уже выяснили, некоторые культуры хорошо выдержали очень слабую гравитацию на спутнике Земли. Ученые надеются, что марсианская сила тяжести им тем более подойдет. Однако на Красной планете всплывет множество других проблем. Прежде всего, на чистом реголите урожай не получишь. Марсианская почва слишком бедна питательными веществами и даже может быть вредна. Китайские ученые выяснили, что культуры, в частности, не вынесут высокой концентрации перхлоратов в местной воде. Исследования показали, что токсины заметно уменьшили стебли и корни экспериментальных кустов. Кроме того, перхлораты накапливались в листьях, потому в пищу подобные растения не годятся. А еще соли хлорной кислоты не позволяют заселить поверхность Марса земными бактериями, чтобы создать плодородный слой перегноя. Исследования шотландских астробиологов показали, что перхлораты усиливают бактерицидный эффект ультрафиолета. Микроорганизмы нашей почвы просто не выживут на поверхности Марса. Возможно, от идеи традиционных огородов на марсианском реголите придется отказаться вовсе, сосредоточившись на других методах. Наиболее перспективными ученые считают ту же гидропонику и аэропонику. Хотя надежду на традиционное выращивание овощей неожиданно возродили самые многочисленные существа на Земле – насекомые. По новым данным, некоторые из них, в частности львинки или черные солдатские мухи, могут сыграть в этом вопросе важную роль. Их личинки способны обогатить бедный марсианский грунт азотом, калием, фосфором и полезными бактериями. Над проектами самих ферм, где будут расти марсианские салаты и помидоры, ученые работают уже давно. Еще в 1988 году в космическом центре имени Кеннеди создан первый вертикальный огород, где овощи росли на полках теплицы или специального резервуара. Ферма достигала почти 8 метров в высоту и была оборудована гидропонной установкой.
В совокупности все угодья занимали 20 квадратных метров, что, например, почти в 90 раз меньше, чем одна обычная ферма в США. Нужное освещение внутри нее поддерживалось с помощью натриевых светильников высокого давления. Эти лампы обычно используют для уличного освещения. Впоследствии их заменили светодиодами, которым требуется намного меньше энергии. Сейчас ученые университета штата Юта экспериментируют для марсианских теплиц с оптоволокном, меняя цвета ультрафиолет, синий, зеленый, красный, дальний красный. Цель проекта – выбрать оптимальный свет для процесса фотосинтеза. Правда, в настоящее время оптоволокно стоит слишком много, и освещение одной фермы требует миллионов долларов. Однако эксперты считают, что со временем цены упадут, и оптоволокно полностью заменит электрическое освещение. Когда-нибудь в будущем подобные фермы окажутся на далеких экзопланетах, которые мы начнем осваивать. Приживутся ли земные растения в мирах у других звезд? Пока этот вопрос почти не изучен. Уж слишком бесконечно и многообразно небо над нами. Кто знает, на какой планете мы остановим выбор и какие там будут условия. Но ученые уже пытаются прояснить ситуацию. Немецкие астробиологи решили узнать, как будут себя чувствовать земные растения на планетах в системах красных карликов. Для примера они взяли каменистую суперземлю HD 219-134 в 12 световых годах от нас. Исследователи в течение 7 дней выращивали кресс-салат на песчаном субстрате в 3 разных условиях. Первое было аналогично земному, на планете, освещенной желтым карликом типа Солнца с температурой 5800 кельвинов. Вторые условия соответствовали HD 219-134, которую согревает красный карлик с температурой 4300 кельвинов. А третьим вариантом стала полная темнота. На этом изображении показаны визуальные результаты эксперимента по дням. Мы видим, что кресс-салат под лучами красного карлика пророс быстрее по сравнению с солнечным светом и темнотой. Через 7 дней стало видно, что высота и длина стебля на всех грядках у растений разная. На планете красного карлика кресс-салат оказался выше, а в темноте дал еще более длинные белесые стебли, тонкие как нитки. Кроме того, исследователи измерили содержание воды и сухую массу растений. В условиях красных карликов воды в кресс-салате выявили немного больше, а сухих веществ меньше по сравнению с солнечными условиями. Ученые также проверили эффективность фотосинтеза и не обнаружили существенной разницы между образцами на планетах желтых и красных карликов. В целом они пришли к выводу, что земные растения будут неплохо себя чувствовать на экзопланетах в системах красных карликов, самых распространенных звезд во Вселенной. Однако авторы экспериментов отвечают, что их исследование не полностью воспроизводит естественные условия. К примеру, интенсивность солнечного света меняется в течение дня, что в эксперименте не учитывалось. Впрочем, на каких-то экзопланетах это может оказаться не столь уж важным. Как вам идея ничего не завозить с Земли и организовать ферму на месте с нуля? Ученые уверены, что среди далеких миров есть те, которые подходят для жизни, и на них наверняка есть собственная растительность. Давайте полетим на одну из таких экзопланет. Какую картину мы увидим? Пальмы с багровыми листьями среди сочной коричневой травы? Каменные бассейны, высланные чем-то похожим на водоросли, синие лишайники, покрывающие каждый валун, или странные лиловые цветы? Все это возможно. По крайней мере, так считают шотландские астробиологи, которые и нарисовали подобную картину. Но почему в ней растения окрашены в столь странные цвета? Исследователи говорят, что многое здесь зависит от звезды. Как влияет тип светила на цвет инопланетных растений? Звезда типа G, к которым относится Солнце, около 40% электромагнитного излучения испускает в полноцветном спектре видимого света. На Земле температура Солнца заставила фотосинтезирующие растения поглощать большую часть длин всех волн, за исключением инфракрасной и зеленой. Эти спектры наши культуры активно отражают, но в другом месте растения приобретут другой оттенок. К типу F обычно относятся горячие голубые звезды, которые интенсивно излучают огромное количество смертельного для всего живого ультрафиолета.
Предполагается, что при бомбардировке чрезвычайно сильным излучением в синем спектре растения будут этот свет по большей части отражать. Тогда они приобретут голубоватый оттенок. Есть и другой сценарий. Растения научатся поглощать синий цвет и отражать зеленый и красный. В данном случае они будут казаться нам желтоватыми. Светила К-типа испускают меньше видимого и больше ближнего инфракрасного света, чем желтые карлики. Ученые говорят, что труднее всего предсказать, какого цвета окажется их растительность. Она может походить на земную, хотя не совсем. Растениям из систем звезд К-типа придется поглощать больше света своих менее ярких, чем Солнце, светил. В результате их листва должна быть несколько темнее по сравнению с земной. Звезды М-типа или красные карлики наиболее тусклые и маленькие, со средней массой около 0,3 солнечной. Это тоже означает, что они производят минимум световой энергии, хотя ее хватит для поддержки фотосинтеза. Под слабым светом таких звезд растения перестанут быть разборчивыми и начнут поглощать излучение на любых длинах волн. В этом случае они будут отражать чрезвычайно мало света, менее половины того, что достигает поверхности Земли. Из-за этого растения, вероятно, окажутся темно-красного или даже полностью черного цвета. Да, но у планеты может быть не одна, а две звезды. Мало того, подобные бинарные миры считаются более распространенные, чем с одинокими звездами. Как определить цвет инопланетной растительности в этом случае? Она окажется полосатой в зависимости от того, сколько хватит света от той или иной звезды, или какой-то еще. Шотландские ученые решили выяснить это на примере экзопланеты, подобной Земле, в бинарной системе желтого и красного карликов. На основе моделирования исследователи пришли к выводу, что вредное излучение от двух звезд будет на экзопланете чрезвычайно интенсивным. К тому же радиация добавит взрывной характер красного карлика. Как и все его собратья, он часто вспыхивает и выбрасывает в космос потоки излучения. По мнению ученых, растения на такой планете, скорее всего, ко всему этому сумеют приспособиться. Например, они могут вооружиться некими внутренними или внешними солнцезащитными экранами, блокирующими ультрафиолетовое излучение. И вот еще интересный момент. Модели показали, что планета меньше Земли в бинарной системе может содержать растения, практически аналогичные земным, только они будут непривычной для нас экзотической формы. То есть, как мы видим, эволюция растительности зависит не только от цвета родительской звезды. Не менее важны размер, состав атмосферы и многие другие характеристики экзопланеты. Так, в мирах, которые меньше Земли, растения будут намного выше и тоньше наших. Еще, вероятно, они обзаведутся огромными, как опахало, листьями и взрастят плоды-великаны. Причиной такого гигантизма станет низкая гравитация маленьких экзопланет, которая позволит стеблям выдерживать большую массу. Представляете клубнику размером с яблоню или помидор весом как арбуз? Это может быть нормой в мини-мирах. Если планеты, наоборот, массивнее Земли, растения превратятся в антиподы предыдущих. Кусты будут короче и шире, с меньшими листьями, так как сила тяжести в том мире окажется мощнее. На экзопланете с разреженной атмосферой не стоит ожидать сколько-нибудь значимых ветров. Растения в таких мирах станут высокими и тонкими, а их плоды – легкими, как одуванчик. Плотная же атмосфера экзопланеты сделает кусты намного толще и пригнет их ближе к Земле, чтобы выдерживали мощные ветра. Учитывая всю эту информацию, давайте попробуем организовать ферму на какой-нибудь из относительно близких к Земле экзопланет. К примеру, полетим к звезде Тропист-1 на расстояние примерно в 39 световых лет. Светило является домом для 7 планет размером с Землю. 3 из них астрономы считают потенциально обитаемыми. Так что, пожалуйста, выбирайте на вкус. Все 7 миров вращаются вокруг своей звезды на более близком расстоянии, чем Меркурий от Солнца. Год на них в среднем длится около 2 земных недель. Однако Тропист-1 – ультрахолодный красный карлик. Звезда настолько мала, что по размеру сравнима скорее с газовым гигантом, подобным нашему Юпитеру. Также она намного холоднее и тусклее Солнца, и потому не сжигает своим жаром близкие планеты.
Природа Тропист-1 такова, что она излучает в основном инфракрасное тепло. Этого излучения хватает, чтобы согреть близкие к звезде планеты, но освещаются они меньше, чем Земля, лучами Солнца. Чтобы успешно эволюционировать в данной системе, растения должны улавливать как можно больше света. В этом им могут помочь, например, очень крупные листья. И, вероятно, они научились преобразовывать инфракрасное излучение в энергию. Еще все 7 миров не могут вращаться вокруг своей оси из-за сильной гравитации близкой звезды, так что экзопланеты всегда повернуты одной стороной к Солнцу. В связи с этим растительность, скорее всего, окажется только на одной стороне своих планет-хозяев. Но нам вполне хватит места, чтобы разбить там грядки и получить урожай. Будет ли овощ на одной из планет системы Тропист-1 первым внеземным плодом, который человек и попробует на вкус? Мы пока еще не можем точно ответить на этот вопрос. Ученые только начинают искать подходящие для освоения экзопланеты. Да и концепции космического сельского хозяйства, как видим, еще не оформлены до конца. На этом пути возникает невероятно много препятствий, но исследователи настроены скорее оптимистично. Они уверены, что большинство проблем со временем удастся решить. Тогда на борту космолета мы сможем проводить время в салат-баре с бокалом смузи в руке, а на далеких экзопланетах сорвем с грядки странный синий помидор или черную клубнику, тяжелую как кусок металла. И вопрос будет лишь в одном: готовы ли мы откусить первый кусочек странного инопланетного овоща? У нас есть время подумать над этим, готовясь к новому космическому путешествию.